Сон в ночь с воскресенья на понедельник можно считать индикатором человеческого состояния. В это время к нам приходят сновидения, которые отражают наше состояние в реальном мире, домашние проблемы, семейные трудности, мысли о будущем. Подсознание выталкивает наружу наши переживания. Что означает сон с воскресенья на понедельник? Астрономы считают изменчивую Луну покровительницей понедельника. Воскресенье располагается под символом Солнца, знака обновления и созидания. Конфликт двух светил поднимает на плоскость бурю тайных желаний и страхов перед чем-либо. В данный период ночные грезы задают тон всему, что будет происходить с человеком на неделе. Вследствие этого образы могут дать подсказку, стоит ли прикладывать усилия, или же нужно просто подождать. Имеет значение длительность видения. Сон краток и практически не помнится. Добрый сигнал. Маленькие проблемы и тяготы обойдут сновидца стороной, трудности и беды останутся позади. Вам будут легко даваться семейные и рабочие дела. Длинный же сон обещает тяжелую неделю. Предстоит решить большое количество трудных задач. Сны о любви, свадьбе. Свободным девушкам и парням сны на любовную тему в ночь на первый день недели предсказывают встречу с ярким человеком. Он перевернет жизнь сновидца с ног на голову. Но не факт, что этот человек станет вашей судьбой. Лунные сны предсказывают флирт, а не серьезные отношения. Браниться во сне с возлюбленным человеком, к инцидентам в реальности. Запомните, какие чувства проявляет половинка в увиденном сне. Как раз эти ощущения испытывает партнер в этот момент. Для девушки повстречать своего молодого человека во сне – знак серьезности отношений. Партнер настроен на свадьбу. В ночных грезах встретить бывшего, к реальной встрече. Обнимать молодого человека во сне, который нравится, это предупреждение о разлуке. Если молодой человек видит во сне девушку, значит пришла пора вывести отношения на новый уровень. Стать участником женитьбы во сне, неженатым предсказывает начало серьезных отношений. А вот реальной супружеской паре это видение предрекает разлуку или же раздор со второй половинкой. Сны о работе. Снится рабочая обстановка и брань с сослуживцами – плохой сигнал. В реальной жизни сон предсказывает конфликт с коллегами. Репутация сновидца может оказаться под угрозой. Стоит остерегаться сплетен на работе. Размеренный трудовой день, напротив, обещает рост по службе. Заслуги человека будут замечены и награждены. Безработному эти ночные грезы с воскресенья на первый день недели сулят обретение неплохой должности. Устраиваться на работу во сне с воскресенья на первый день недели – тайное желание поменять текущее состояние дел. В будущем судьба даст такой шанс. Сны о путешествиях. Сон о веселом отдыхе считается сигналом подсознания. Нужно замедлить темп жизни. Пришло время уделить время семье и расслабиться. Родившимся в первый день недели сновидение предсказывает поездку в отпуск. Для других эти образы считаются руководством к действию. Даме сон об отдыхе предрекает благосостояние. Отправиться во сне в далекую поездку, к получению известий от членов семьи. Намереваться отправиться в путешествие, значит осуществить давным-давно задуманные идеи. Странствовать на корабле – это хороший знак. Сновидение обещает удачную пору в жизни. Отправиться в дорогу поездом сулит волнение. Снятся эмоции. Испытать в снах с воскресенья на понедельник мощное эмоциональное возбуждение, к проявлению скрытых чувств. Радоваться чему-то новому, вас ожидает удачное окончание начатого раньше дела. Слезы во сне предсказывают огромную удачу. Рыдать от потери близкого человека, подсознание поднимает наружу страх лишиться возлюбленных. Кошмарный сон с побегом от чудовища трактуется как желание скрыться от сложных обязательств. Сильный страх в сновидении говорит о недопонимании в семье. Снятся умершие. В ночь с воскресенья на понедельник могут присниться покойные. Прислушавшись к их словам, можно услышать прорицание о своем будущем. Видеть в плохом сне живого человека погибшим, к заболеваниям этого человека. Если человек болен и явился в сновидении покойником, к скорому излечению. Поцеловать погибшего родственника в чело – хороший знак. Сон знаменует победу над страхами. Получить от него презент – к получению выгоды.
отдать что-нибудь мертвецу, к денежным потерям, во сне увидеть себя или своего двойника, к важным событиям, видеть себя без одежды, проявление закомплексованности и социофобии. Дорогая и качественная одежда на человеке в сновидении сулит богатство и процветание. Изношенная одежда, наоборот, обещает бедность. Среди других толкований интересны следующие. Образ огня предрекает малооплачиваемый и сложный труд. Увиденный во сне вулкан или же падающий метеорит говорят о предстоящих хлопотах по дому. Человеку не стоит надеяться на помощь. Столкнуться с видениями снега, льда и холода, к застою во всех жизненных областях. Отложив работу сегодня, впоследствии человек многое потеряет. Увидеть в ночь с воскресенья на понедельник океан или бурное море, к противостоянию. Чистая вода является знаком победы, а мутная – символ негативных последствий. Удивляться во сне, к важному мероприятию. Испытывать безразличие к окружающим, получить полезный подарок в скором будущем. Если во сне вы увидели себя старше своих лет, знак о том, что накопленные вами опыт и знания помогут достичь успеха. Увидеть себя ребенком во сне. Предупреждение о встрече с двуличным человеком, который попытается вас обмануть. Для молодой девушки увидеть образ самой себя в зеркале беременной – дурной знак. Такой сон сулит угрозу репутации. Некто в окружении распускает о сновидице беспочвенные сплетни. Приснившиеся во сне животные отражают внутренние качества ваших близких. Пасущийся скот предрекает благую жизнь. Охотящееся животное говорит о раскаянии. Стричь во сне овцу к получению большой прибыли в реальной жизни. Волк выступает символом одиночества. Лиса – предвестник коварства скрытых врагов. Как правильно толковать сон с воскресенья на понедельник? Чтобы истолковать видение, можно обратиться к способу Зигмунда Фрейда, основоположника психоанализа. Согласно данному методу, человек рассказывает наиболее запомнившиеся картинки и первые ассоциации с ними. Ночные образы Фрейд считал каким-то шифром, скрывающим секретные стремления человека. Всех людей встречаются схожие видения, которые можно комбинировать по-разному. Коллективное бессознательное идентично превращает скрытые помыслы в сон любого человека. Таким образом, появилась возможность толкования сновидений с целью познания себя. При расшифровке своих грез важно учитывать промежуток времени, когда что-то снилось. С 22 часов ровно до 2 часов ровно чаще всего являются вещи и видения. При этом пророческими нередко оказываются лишь конкретные образы, когда сновидец располагается в центре событий и, проснувшись, имеет возможность их воспроизвести по памяти. Как правило, это позитивные предвестники. В период с 1 часа ровно до 4 часов ровно мы видим пророчество о событиях конца недели. Обычно это хаотичные сны, которые практически не остаются в памяти. Они несут дурные вести и предупреждают о беспокойствах. После 4 часов ровно сон становится более чутким и менее запоминающимся. Обычно сулит радостное происшествие, которые сбываются сразу же, в понедельник, либо никогда. Но кроме времени сновидения, учитывайте доскональные толкования образов. В случае, если в сумме они получаются противоречивыми, то видения обманчивы, и не стоит дожидаться их выполнения, находить тайное значение. Также учитывайте ваше эмоциональное состояние в воскресенье, так как трудный день может спровоцировать печальные сновидения и наоборот. Сбываются ли сны с воскресенья на понедельник? Сны в ночь с воскресенья на понедельник для родившихся в первый день недели сновидцев всякий раз считаются вещими. Пророческие видения навещают и иных людей, но с наименьшей вероятностью. Переедание и зрелищные кинофильмы на ночь дают разыграться фантазии, но такие сны не несут ни малейшего значения. В большинстве случаев сновидение в ночь на первый день недели содержит выводы за прошедшую неделю. Сон таит в себе результат предшествующей семидневки с точки зрения подсознания. Периодически повторяющиеся образы считаются вещими. Эти видения рекомендовано записывать в особую тетрадку. Что делать, если приснился плохой сон с воскресенья на понедельник? Не пугайтесь, сны с негативным сюжетом сбываются очень редко. Если же кошмары часто повторяются, нужно узнать причину их возникновения. Череда неудач в реальности.
обострение хронических заболеваний, плотный прием пищи перед сном. Кошмарные сны оставят вас в покое, как только будет найден их источник. Дурной сон не несет пророчеств, если он снится на убывающую луну. В данный период лунная энергия убирает из подсознания негатив. Сновидения, увиденные в полнолуние, принято считать пустыми. Дабы избежать негативных предзнаменований сна, постарайтесь как можно скорее забыть о нем. Можно ли рассказывать о снах в ночь с воскресенья на понедельник? Видение с плохим сюжетом не надо рассказывать, чтобы не навлечь неудачу. В свою очередь, положительные сны сбудутся, если о них рассказать близким. Чтобы не спугнуть удачу, нельзя распространять всем вокруг свои видения. Пожалуйста, если вам было интересно, подпишитесь на наш канал заранее, огромное спасибо.